Всем большой привет, меня зовут Лада, добро пожаловать на мой YouTube канал «Любимое дело». И в этом видео я покажу, как сделать вот такой интересный блокнот своими руками. Если вам тема интересна, то присоединяйтесь к процессу. Полный список материалов, которые нам понадобятся для изготовления этого блокнота, я оставляю в описании под этим видео, так что заглядывайте туда. Для обложки этого блокнота нам понадобится картон. Я взяла не очень плотный, не очень толстый картон толщиной 1-2 мм. Вырезала из картона две заготовки размерами 18,5 см на 19,5 см. Блокнотик будет у меня небольшой, я его не хотела утяжелять, делать слишком объемным, но вы смотрите по своим запросам, по своей ситуации. Если у вас блокнот большего размера, то стоит задуматься, стоит взять картон более плотный. Ну или если вы хотите сделать обложку у вашего блокнотика также более объемной, то более толстый картон берите. Помимо картона для обложки нам понадобится фетр. Опять же, я взяла не очень плотный фетр, не очень толстый, толщиной 1 мм. Понадобится две заготовки фетра и ткань. Для обложки я взяла льняную ткань, вот такого оранжевого цвета для первой заготовки и синего цвета, который я не показала, для второй заготовки, для задней части обложки блокнота. В этом видео я покажу лишь, как сделать переднюю часть обложки блокнота, так как на ней будет интересный декор, тоже хочется показать этот процесс. Ну а задняя часть обложки делается очень легко на основе первой, передней части, и думаю, этот процесс будет понятен. В этом кадре я показываю, как готовлю один из элементов декора к обложке блокнота. Это вот такой отрезок мешковины. Сначала вырезала из мешковины прямоугольник нужного размера мне, ну и затем вот таким образом распушаю у него края. Далее необходимые детали обложки, элементы декора, которые мнутся. Я прогладила утюгом, чтобы они были ровные, чтобы у них не было никаких заломов, мятостей, чтобы их удобнее было собирать. А здесь как раз вот в декоре я буду использовать и эту деталь мешковины, а также тесьму. Здесь у меня хлопковая тесьма, ее тоже лучше прогладить, чтобы она хорошо легла. Также вот у меня нашлась такая салфеточка, связанная, ну, наверное, год назад, и я ей все никак не могла найти применение, и я думаю, что она очень хорошо вписалась в обложку этого блокнота. Также ее очень хорошо проглаживаю, чтобы она у нас не была мятой, чтобы ее легко можно было закрепить на полотне. Теперь приступаем к процессу изготовления обложки. Первый этап: нам нужно с вами фетровую заготовку того же размера, что и наши картонные заготовки, пришить к ткани. Здесь я уже в этом кадре показываю процесс. Пришиваю я вот такими круговыми движениями. На самом деле строчка может быть абсолютно любой. Это может быть и зигзаг, пунктир или какие-нибудь прямоугольные строчки. Здесь я решила пришить вот таким образом. Мне показалось, это будет интересно. И чтобы вам был понятен конечный вид, который должен получиться, в этом кадре я как раз показываю результат, промежуточный результат, где, как вы видите, фетр пришит к ткани. Вот это все дело будет обшиваться картонная заготовка, но это будет чуть-чуть позже, после того, как будет закреплен декор. А пока вот в таком виде это все дело у нас есть. Сейчас на эту промежуточную заготовку, которую я только что показывала, выкладываю декор в том виде, в котором он будет крепиться на ней. Здесь я приглядываюсь, присматриваюсь, все ли гармонично смотрится, может что-то убрать, что-то добавить, что-то где-то подправить. Из декора, как вы видите, буду использовать и отрезок мешковины, и также пойдет сюда салфеточка, которую я связала, тесьма хлопковая. Вот такие листочки, кстати, которые я вырезала из той же самой ткани, из которой будет у меня обложка основная. Их я буду пришивать. Также сделала вот такой цветочек. Мне кажется, здесь он в тему прям. Здесь верх цветочка — это вязаный элемент. Низ цветочка — это элемент из ткани, из которой будет вторая часть обложки блокнота, нижняя. Я думаю, что как раз это будет очень гармонично смотреться. Ну и смотрю, выкладываю, смотрю, все ли хорошо, гармонично смотрится, на мой взгляд. Если меня это все устраивает,
то я обязательно фотографирую конечный результат. И все это дело я слоями поочередно пришиваю к этой обложке. Здесь в этом кадре показываю, что сначала пришиваю на обложку первые элементы декора, так сказать, основу. Это деталь мешковины, салфетку, хлопковое кружево. Все очень аккуратненько пришиваю в несколько рядов, чтобы все хорошо держалось. Обрезаю лишнее. В некоторых местах элементы декора пришиваются вручную. Кстати, мне этот процесс нравится больше, чем на машинке. Особое внимание уделяю салфетке, так как она очень ажурная. И здесь есть много деталей, которые нужно закрепить. Поэтому все это делаю очень тщательно, очень аккуратно и, конечно, обязательно вручную. Потому что на машинке, ну, думаю, что не так аккуратно получится все-таки. Самое главное правило – это чтобы элементы декора у нас фиксировались очень прочно на обложке, чтобы никакие их уголки не торчали, не задевались и другие предметы. Например, все-таки блокнот я собираюсь носить и в сумочке, и в рюкзаке, и чтобы ничего не отвалилось, я должна быть уверена, что все закреплено отлично и прочно и навечно. Поэтому этому особое внимание уделяем. Так, теперь настала очередь листочков. Их я также пришиваю вручную вот таким пунктиром. Также я имитирую прожилки в листочках. Еще раз обращаю внимание на то, что всю работу над декором я разделила на определенные этапы и поэтапно пришиваю те или иные элементы декора, как бы послойно. Здесь сначала я пришиваю листочки, а затем уже в конечном итоге буду пришивать цветок. Отмечу, что все это дело я пришиваю нитками ирис, использую два цвета, светло-бежевый и серо-голубой цвет ниток, под цвет как раз нижней части обложки блокнота. Мне захотелось гармонизировать эти два цвета, и мне кажется, что у меня получилось. Этим же серо-голубым цветом я сделала стебельки у листиков, они должны на чем-то держаться. Очень просто их вышить простыми стежками. Здесь еще я сделала несколько стежков и на мешковине серо-голубым цветом ниток, и также несколько звездочек добавила по всей части обложки. Вот что у нас на данном этапе получается, и сейчас уже последним я пришиваю цветок. У цветка у нас 4 элемента, 3 круга и пуговичка, серединка. Сначала я пришиваю нижний круг, первый элемент цветочка, вот таким образом. Кстати, из чего этот элемент? Это ткань лен. Я вырезала круг и края обработала на швейной машинке простым зигзагом. Здесь минимальный шаг, небольшое расстояние от края, и вот таким образом это все у нас получилось. Первый кружочек готов, пришит, второй кружочек пришиваю, соответственно третий вязаный, ну и пуговичка, серединка.
Вот такая у нас обложка получается. То есть сначала мы с вами ткань пришили к фетру, к фетровой заготовке, затем на эту заготовку мы с вами закрепили весь декор, и сейчас мы эту заготовку будем крепить к картонной заготовке, вот таким образом, как на видео я показываю. С помощью клея-карандаша смазываю клеем-карандашом всю картонную заготовку, накладываю на изнаночную сторону нашей заготовки из фетра и ткани и декора, вот таким образом, как на видео. Очень хорошо все проглаживаю, чтобы все закрепилось у нас, все приклеилось, нигде ничего не торчало, не пузырилось, не высовывалось. Здесь хочу обратить внимание на клей. Идеально это клей-карандаш, качественный клей-карандаш, который очень хорошо приклеивает ткань к картону. Если у вас есть клей-карандаш, вы не уверены, что он справится с этим делом, попробуйте на обрезке картона и ткани посмотреть, как они между собой приклеиваются. Другие виды клея я брать не советую, можно с ними переборщить, капнуть чуток лишнего, и они спокойно просочатся на лицевую сторону блокнота и оставят там неприятные следы, которые практически невозможно будет вывести. Так, теперь показываю, как оформить края с изнаночной стороны обложки. Для этого я промазываю клеем-карандашом картон и уже отворачиваю ткань, заворачиваю и приклеиваю на картонную заготовку с изнанки, вот таким образом, как на видео. С уголком я решила не заморачиваться, все очень просто, проклеиваю клеем-карандашом внутри очень хорошо, сдвигаю вместе края уголка, как вы видите на видео, обрезаю излишек, и все, уголок готов. Если что-то отходит, опять же клеем-карандашиком помогаю там, проклеиваю все очень аккуратненько, и все очень хорошо держится, никаких проблем. Так, теперь занимаюсь форзацами для обложки. Надеюсь, что я правильно назвала их. Здесь это обычная скраб-бумага, которую я купила в магазине Леонардо. И здесь на главном форзаце я пришила несколько элементов, это кармашки. Пришила их на обычной швейной машинке. Натяжение я сделала нити минимальным, для того, чтобы нить не затягивалась, не стягивалось это все дело. И самый широкий шаг поставила, и вот таким образом кармашки получились. Соответственно, приклеиваю это все дело на клей-момент кристалл. Клеем обязательно проклеиваем края, для того, чтобы у нас все хорошо зафиксировалось, нигде ничего не торчало, не отклеивалось. Тем более, что у нас на обложке кружево, вот это хлопковое, оно создает небольшой объем. И в этих местах нужно быть очень аккуратными, поэтому здесь использую зажимы для того, чтобы прям четко все приклеилось. Ну и сейчас я показываю также и заднюю сторону обложки блокнота, также приклеен форзац вместе с кармашком прошитым, пришитым на швейной машинке. Вот вторая часть обложки сделана уже из ткани другого цвета, о чем я и говорила, и пришита тесьма, вот это кружево для завязок. Следующий шаг: я установила люверсы. То есть определила, в каком месте у меня будут отверстия, для того, чтобы продеть потом кольца или завязки какие-то, скрепить, так сказать, обложку с листами, сделать уже полноценный блокнот. И в этих местах я установила люверсы на обложке, для того, чтобы у нас все так аккуратненько смотрелось, не было просто отверстий, дырок, да, были аккуратненькие оформленные отверстия. Как я устанавливаю люверсы? У меня специальных инструментов нет, я устанавливаю с помощью молотка и с помощью насадки для отвертки. Вот как это делаю, я показывала в одном из своих видео, также там делала блокнотик в стиле Мидори. Ссылку обязательно оставляю в описании под видео, и в верхнем углу видео в подсказках сейчас выскакивает ссылочка, посмотрите обязательно. Здесь у нас 3 отверстия на передней обложке, 3 отверстия на задней обложке, соответственно. Вот так это все дело выглядит. Ну и вот так блокнотик выглядит в собранном виде уже. Не стала я вставлять сюда кольца, а вставила веревочки. Мне кажется, на веревочках он и выглядит более симпатично, и они более практичны в использовании. Ну, мне так кажется, не знаю. По крайней мере, здесь решать вам, либо веревки какие-то, завязочки, либо кольца. Берите. Кольца также можно купить в любом рукодельном магазине, в отделе фурнитуры.
Вот такая получилась у нас обложка, передняя обложка, задняя обложка у нас простая, спокойная. Мне этот процесс создания этой обложки, украшения очень понравилось. Очень надеюсь, что вам понравилось и было полезным это видео, понравилась эта идея, и очень надеюсь, что я вас вдохновила на нечто подобное. Может быть, это и не будет блокнотик, но может быть в этой технике это будет сумочка или элемент декора, плетеные корзиночки. Все может быть, вы знаете, что фантазии нет предела. Творите в удовольствие, обязательно жду ваших комментариев, вопросов к видео. С удовольствием прочитаю. Ставьте большие пальчики вверх, мне будет очень приятно. Желаю вам вдохновения, творите в удовольствие. Увидимся очень скоро. Всем пока-пока.